Здравствуйте, меня зовут Иринтиз Зултана Талгаткызы, я врач-резидент-эндокринолог и координатор медсовета общественного фонда Диарко. Вы сами видите, как быстро меняется мир. Технологии не стоят на месте, начиная от смартфонов, заканчивая искусственным интеллектом. То же самое касается медицины, в особенности биотехнологий. Если 20-25 лет назад нам было сложно представить, что будут создаваться первые аналоги человеческого инсулина, сейчас мы уже умеем создавать препараты, которые в точности воспроизводят биологические молекулы. Это шаг вперед. Можно провести простую параллель с телефонами. Вспомните, какие телефоны у нас были 20 лет назад. То же самое происходит и с лекарствами. Современная фармацевтика находится на новом уровне точности, чистоты и стабильности производства. Что такое биосимиляр? Биосимиляр – это биологический препарат, у которого такая же структура, эффективность и безопасность, как у оригинального препарата, на которую закончился патент. То есть это не копия в химическом плане, а сложная молекулярная структура, которая проходит множество клинических испытаний. В чем же разница дженерика от биосимиляра? Дженерик – это копия химического препарата, тем временем как биосимиляр – это сложная биологическая молекула. Именно поэтому она проходит множество испытаний, прежде чем попасть на прилавки аптек. Каждый биосимиляр проходит полноценные доклинические и клинические испытания для того, чтобы доказать, что они не уступают оригинальному препарату по своей эффективности, надежности и безопасности. Без таких доказательств он не может попасть на рынок. Сегодня биосимиляры используются повсеместно. США, Канада, Европа, Япония. Миллионы пациентов уже пользуются ими. И международные исследования доказывают, эффективность и безопасность такая же, как у оригинального препарата. Регулирующие органы, такие как EMA, FDA и ВОЗ, давно утвердили стандарты для биосимиляров. Именно поэтому они проходят многоступенчатую экспертизу, иногда даже строже, чем оригинальные препараты. По сути, биосимиляр – это отражение прогресса. Мы используем накопленный опыт, современные технологии, чтобы сделать качественные препараты более доступными для большего количества пациентов. Очень важно понимать, что биосимиляр – это не дешевая копия. Это тот же самый эффективный препарат, только с использованием более современных производственных процессов. Это как новая версия программы с улучшенным интерфейсом, но суть остается такой же. Как только пациенты слышат слово биосимиляр, они настораживаются. Но после объяснения, что это та же самая молекула, тот же самый эффект и те же самые исследования, все страхи рассеиваются. Настороженность часто связана не с самим препаратом, а с отсутствием информации. Министерство здравоохранения Казахстана проводит большую работу по обновлению амбулаторного лекарственного обеспечения. И одним из ключевых моментов является добавление туда биосимиляров. Это помогает системе быть более устойчивой и охватывать больше пациентов. Это не про экономию ради экономии, это рациональное использование средств. Когда мы можем обеспечить большее количество пациентов хорошими препаратами, это и есть современный рациональный подход к здравоохранению. Такая политика позволяет пациентам получать более качественные препараты, врачам быть уверенными в их эффективности, а системе быть более стабильной и устойчивой. Не бойтесь новых названий, за каждым из них стоят годы клинических испытаний, исследований, а также всемирный опыт использования. Биосимиляры – это не компромисс, а достижение науки. Они дают возможность лечиться современными, эффективными и безопасными препаратами. И, пожалуй, главный вывод – биосимиляры – это не шаг назад, а шаг вперед. Это инструмент, который помогает нам делать лечение более доступным, не теряя его качества. Медицина движется вперед, и мы должны идти вместе с ней. На этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и следите за нашими обновлениями.